Привет, друзья! Меня зовут Женя, и вы на моем канале о вязании Yo Happy Toys. Я рада вас здесь всех приветствовать после такого продолжительного перерыва. Где-то месяц я не выпускала видео, и, честно сказать, не знаю, как они будут и дальше у меня выходить. Как вы поняли, я сейчас не хозяйка себе. У меня есть тут один очень важный, маленький, но очень серьезный директор, и поэтому все зависит от него, насколько он мне будет давать возможность снимать, показывать вам, что-то вообще вязать. Настолько я и буду показывать, настолько и будут выходить мои видео. Сейчас в этот влог я хочу включить видео не только те, которые я снимала вот в последнее время, в последние недели, но также и видео, которые я снимала еще до моих родов, до перерыва. Они у меня остались, и мне очень хочется их также включить и вам показать, как я вязала, что у меня там вообще было, и вообще зачем их как бы терять. Немножко перекомпоновать палитру свою Yarnart Jeans в свои ячейки. Раньше она у меня стояла по номерам, ну, от 1 там, до 90-х. И я поняла, что это вообще неудобно. Удобнее расположить, если они будут идти по цветам. Потому что по номерам ты все равно не помнишь, бывает, какой, что, где номер. А по цветам будет намного быстрее найти. Сейчас поэтому буду раскладывать желтый к желтому, там синий, зеленый, фиолетовый, в общем, основные цвета как-то по кучкам. Мне кажется, так проще будет понимать, где какой цвет. Сейчас раскладываю. У меня так довольно много их. Ну вот смотрите, разложила от 01 до 58 такие оттенки. Сначала белые, молочные, желтые, золотистые, ярко-желтый. И смотрю, у меня так их много. Интересно, у меня вся палитра или нет? Даже вот любопытно стало, из каких цветов Yarnart Jeans я все еще не вязала. В общем, все. В итоге я разложила здесь от белого, бежевого, желтого, горчичного до красных цветов. Здесь у меня оттенки розового и сиреневого. Дальше у меня идут зеленые, голубые и синие. И дальше у меня идут бежевые, коричневые. И переходят в серый и черный цвета. Мне кажется, так будет гораздо удобнее искать нужный оттенок цвета, нежели вот как у меня раньше было расставлено по числам. То есть от 01 до там 90 какого-то. Все, я довольна. Все вроде у меня тут есть. Здесь у меня какие-то другие цвета лежат, но я не знаю, был ли смысл их мне сохранять, потому что в основном я Yarnart Jeans пользуюсь. Ну вот газал, конечно, нужно. Он тоже часто идет. И какие... Вот Кантекс праздничная. Тоже мне очень нравится эта пряжа. Очень классная. Alize Cotton Gold. У меня что-то так мало здесь оттенков сохранено от Alize Cotton Gold. Всего лишь, наверное, чуть-чуть. Хотя я этой пряжи вяжу тоже много. Какие у меня здесь. И она у меня есть. Я что-то как-то забываю я ее сохранять. У меня всего лишь вот такие бобиночки от Alize Cotton Gold. Вот этот очень классный цвет мне нравится для зайки в сарафане, для основного тела. Я вот поэтому его всегда сохраняю. Вот этот 200 очень похож на 49-й Yarnart Jeans, поэтому он тоже важен. А вот из такого я раньше вязала своих зайчиков, на которых у меня есть бесплатный мастер-класс на YouTube. Тоже интересный такой цвет. Вот тоже желтый, такой цыплячий оттеночек. Вот, а так-то все. В принципе, мне всего хватает. Но мне главное интересует это вот Alize Cotton Gold, когда я что-то покупаю. И, конечно же, Yarnart Jeans, потому что часто даже не ради того, что там мне нужен купить какой-то оттенок, а ради того, чтобы вам показать, из каких оттенков я вязала, потому что вы часто спрашиваете, когда что. Все. Маленькая у меня такая коробочка, но мне ее вполне хватает. Большего размера мне пока что не нужно. Сейчас смотрю, все больше и больше девчонок тоже начинают пользоваться этим способом хранения образцов пряжи. Мне кажется, это удобнее, чем, например, в блокнотике. Хотя кому как. Каждому свое, конечно же. Пишите в комментариях, какая у вас система хранения пряжи, как вам удобнее тоже так же использовать, хранить, или вы как-то по-другому. Я видела еще, знаете, как девочки делают? Берут, например, клубочек,
если он там не завязанный, вот эту вот штучку, этикетку скручивают в трубочку и вот так вот вставляют. И это тоже очень удобно, мне кажется. Когда берешь, потом хоп, посмотреть, что там, какой это оттенок. Собрала куколку Мари. Отправится она в свой домик. И мне кажется, что она по размерам как будто бы побольше, чем рыженькая, потому что я даже не стала туда наполнитель складывать, так как она не помещалась. Вот, ну так вроде симпатично смотрится в этой коробочке. Мне нравится, как они там сидят. Ой. Вот. Зайчик получается из пряжи Нака Париж, вот который я купила новый, тоже забрала. Цвет такой неоднозначный, не серый, с какой-то, в общем, он какой-то сероватый, с примесью сиреневого, фиолетового, непонятно. Не знаю, какой зайка получается, но мне очень интересно, какой он будет по размеру, и он явно больше того беленького. Видимо, все-таки толщина нити зависит от окраса. Потому что беленький, у него уже тогда голова была, ну, прям поменьше. В общем, не знаю, какой получится. И не знаю, зачем я, если честно, это снимаю. Я даже не знаю, выложу я это видео или нет. У меня просто привычка за 2 года. Ой, я не могу над собой. В общем, будет время, выложу вам еще видосик. Если не будет, то тогда не выложу. Сейчас решила приложить 2 мордашки. И они одинаковые, вне зависимости от толщины нити. И, похоже, я просто туже вяжу. Но ниточка, я сравнила, явно толще. Ну, непонятно, в общем, мне. Но, похоже, я просто туже стала вязать. Ну, ладно, будет, какая будет, такая будет. Хотя мне хотелось побольше размерчик-то. Так, показываю, какую еще пряжу забрала вчера на Вайлдберрис. Это хлопок травка. Также я хочу ее попробовать для вязания зайчика. Здесь было в упаковке 3 цвета. Вот такой темно-коричневый, светлее и молочный. Я уже начала вязать молочным цветом, и получается побольше, чем из Нака Парис. И очень интересно, какой он получится. В результате я вам обязательно все покажу. Здесь состав хлопок и полиамид, по-моему. Состав хлопок 65% и полиамид 35%. А в Нака Париж там состав акрил и полиамид. По процессу вязания вяжется, ну, чувствуется, что эта пряжа гораздо жестче, чем, конечно, Нака Париж. Но вяжется также просто, петельки достаточно хорошо видно. Я не знаю, как она будет начесываться, потому что эта пряжа, она намного жестче. Ну, прям пожестче она такая. И что я еще думаю? Я смотрю вот на этот цвет и на этот цвет. И мне почему-то хочется связать вот из этого цвета. А может быть даже... Нет, вот из этого мне хочется связать мишку. Мишку... Вот есть мастер-класс «Мишка в пижамке». По-моему, он бесплатный, в бесплатном доступе. Мне надо его поискать. Где-то он у меня был, я его сохраняла много лет назад, но так и не связала. Мне очень нравится тот мишка, я на него смотрю, и мне своего какого-то мишку придумывать не хочется, потому что, ну, уже есть хороший медвежонок, хороший мастер-класс, и мне очень хочется сначала попробовать связать его. Зачем придумывать какой-то велосипед, если уже есть интересная игрушка? А вот из этого, мне, вы не поверите, но мне очень хочется из этой пряжи связать, попробовать оленя Рудольфа. Я не знаю, как это, может быть, выглядит, как это получится, но он будет вот такой, сильно его начесывать, конечно, я не буду, но вот я начала вязать головушку зайца, и он такой фактурный получается.
например, основу сделать вот из этой пряжи, там ботинки, сапожки и перчатки, варежки сделать из ярнар джинса, а рога, например, тоже из ярнар джинса можно попробовать или какой-то другой, может, Denim Wash. Ну, очень мне хочется посмотреть вообще, какой он по размеру получится. Здесь 100 грамм в мотке, и я думаю, в принципе, должно хватить на оленя. Наверное, вот этот моток я оставлю для него. Это у меня будет зайка. И остаток будет, наверное, тоже может быть мишка. Потому что 100 грамм на одного зайку с длинными ушами явно не хватает. Там эти уши очень много кушают пряжи. А вот как раз для мишки, мне кажется, должно вполне остатка хватить. Там остается, сколько получается, где-то 45 грамм пряжи остается. И можно попробовать на мишку пустить эти 45 грамм. Посмотреть, хватит вообще или нет. Вот, такие у меня пока что планы на эту пряжу. Видимо, вот эта вот сиреневая ниточка, буду ее так называть, она какая-то посередине между белым цветом, белая совсем тонкая, сиреневая чуть-чуть потолще, по всей видимости, а вот эта вот бежевенькая, она потолще. В общем, я, если честно, подрастроилась так, потому что мне хочется, чтобы зайка получилась покрупнее, а у меня еще и вязка тугая, похоже. Поэтому ничего не могу с собой поделать со своей плотностью, только если крючок другой брать. А с другой стороны, ну, пускай будет такая. Она получится, я так поняла, по размеру примерно как и беленькая зайчишка. Ну, вы видели, немножко поменьше. Все-таки очень, ну, вот от цвета плотность нити зависит. Ладно, посмотрим, какая зайка получится из травки. Явно больше. Голова больше, уже видно. Я не знаю, как это работает, но когда я связала этого зайку, он мне категорически не понравился. Мне не понравился цвет, он какой-то мышиный, серый. Но мне кажется, что я как-то зря взяла глазки 8 миллиметров, надо было маленькие сделать. Но когда я его начесала, девчонки, я не знаю, я прям сразу же поменяла свое мнение. Он такой красивый, мне кажется. Сейчас еще бантики повешу, наряжу в какое-нибудь красивое платье, и будет красота. После начесывания они приобретают совсем другой вид. Совсем другие становятся. Ну, пуси-муси. По размеру, кстати, он получился такой же, как и беленький зайчик. Видимо, ниточка эта тоже тонкая. Смотрите, ну прелестный же, ну как, и даже цвет, хотя тут у меня свет не очень падает, и даже цвет не может ничего его испортить, он просто милаш, как-то не фокусируется у меня, это просто милаш на милаш. Можно вот так вот сделать, хоп, и получится мальчик. Сейчас подумаю, может быть, правда мальчишку из него сделать, на резиночку привязать вот этот бантик. И все. Я примеряю бантики, и этому зайцу все идет. Мне кажется, что это незаконно. Ну все, абсолютно все подходит. И розовый, и красный. И чтобы мальчика сделать. Фокус не ловит у меня телефон. Видимо, темновато здесь у меня. На улице зайку. У меня осталась пряжа, и вот я понадеялась, что мне хватит еще на одного зайку, но, похоже, на ушки полноценные у меня пряжи не хватит. Я связала лапки, связала основу, связала задние лапки, сейчас свяжу хвостик. И вот тут вот в моточке, по ощущениям, вот очень мало пряжи, и хватит, наверное, на 1,5 ушка. И у меня сейчас вопрос, или делать ушки короче, или вообще их вязать, как у зайки, в чепчике, такие ушки. Или же покупать еще один моток такой пряжи. Но этого мне бы не хотелось делать. Мне просто хочется его извязать полностью. У меня уже один зайка есть готовый. И вот я думала, что мне хватит пряжи еще на одного полноценного. Но, похоже, ничего мне не хватит. Вяжу по одной детальке в день буквально. Вот вчера одну ногу связала, сегодня вторую ногу связала. Вообще ничего не успеваю. Но сейчас это у меня не в приоритете. У меня готов еще один зайка. Получился он вот с такими ушками в итоге.
Я связала вот такую деталь, начала вязать крючком 2 миллиметра, не 2,5, как в мастер-классе, а 2 миллиметра. Понадеялась, что мне хватит моточка на 2 уха, но в процессе я уже поняла, что мне точно не хватит, что тут еще много, что хватит, дай бог, на ухо еще на половинку. Дополнительно у меня ниточки больше этой нету, покупать мне не хочется. И поэтому я решила связать вот такие ушки, заодно и посмотреть, как это все будет выглядеть. Зайка вот с такими ушками. Ушки вязала по мастер-классу «Зайка в чепчике». В общем, в точности такие. Еще малыша не начесывала. Сейчас буду его начесывать и посмотрим, что в итоге получится. В общем, у меня остался вот такой вот небольшой моточек. Оставлю его на тот случай, когда... Ой, оставлю его на тот случай, когда будет не хватать нити. Вот. В общем, заинька у меня готов. Будем начесывать, и, скорее всего, из него я сделаю мальчика. У меня будет девочка такая зайка и мальчик. Ну, посмотрим, как получится. По поводу родов хочу вам рассказать, как прошло. Все прошло не то чтобы хорошо, а супер хорошо, супер быстро. В общем, прекрасно. Рожала я в роддоме номер 4 в Нижнем Новгороде. Я знаю, что меня смотрят девчонки из Нижнего Новгорода, и, может быть, кому-то эта информация будет интересна, полезна. Мне очень понравилось. Рожала я одна в палате. Было такое ощущение, что я платила за эти роды. Я рожала по ОМС, просто поехала, и все. Команда врачей мне очень понравилась. Такие были они все заботливые. Я действительно ощутила какой-то такой позитив, спокойствие от них, заботу. И не ожидала, если честно, что бывает такое отношение. Они ходили за мной всю ночь, смотрели мое состояние, в родах мне помогали, не отходили от палаты вообще ни на шаг. В общем, я очень довольна и очень рада, что мне вот такая команда попалась. И почему я об этом говорю? Я хочу вам рассказать, что я подарила в итоге врачу, девушке, у нее, я знаю, выяснила я, что у нее 2 детишек, одна постарше, другая помладше, и ей я подарила зайку пушистика, сейчас здесь фотографию прикреплю, и зайку в сарафане, которую я вязала, и 2 женщинам-акушеркам я также подарила по зайке пушистика. Они мне потом прислали, я там оставила свои контакты, они мне прислали сообщение с благодарностью, написали, что им очень понравились мои зайки, и я этому безумно рада, что смогла сделать людям приятно и отплатить им вот за добро. Здесь я прикладываю фотографии, кого я подарила, я заранее все подготовила, вы видели в прошлых роликах, я это все вязала, заранее все упаковала, положила в нужное место, и мужу просто позвонила, сказала, где это все лежит, и он привез, ну и докупил, конечно, там конфеток вдобавок к этим зайкам. В общем, прекрасно, когда ты умеешь вязать, и какой-то вот такой подарок можно придумать необычный, потому что эти все конфеты, букеты, это уже все такое стандартное, а вот такие вот вязаные игрушки, мне кажется, это необычно и здорово. И эти зайки, пушистики, они как интерьерная игрушка, я думаю, будут очень красиво смотреться в квартире, в доме. В общем, мне кажется, подарки были хорошие. Никак не смогла больше зафотографировать зайку, пушистика, которую вязала из пряжи, из хлопок травка. Ну вот только вот такие вот у меня фотографии есть, видео нету, я нигде не успела заснять. Поэтому вот только так. Но я очень хочу повязать еще такого зайку. Мне очень понравилось вязать из хлопок травка, и они как-то, когда их начесываешь, зайчик получается более аккуратным. Там ворс, он ложится более прямо, ну как-то, мне кажется, более красиво это смотрится. Забирают последнюю куколку Мари, вот эту рыженькую, которую я вязала еще в начале этого года. Долго она у меня задержалась, но вот наконец-то ей нашел хозяин. Но сейчас еще думают между вот этой куколкой и между вот этой вот куколкой, и определяться, кого же все-таки из них взять, вот эту или эту. В общем, проверяю сейчас малышку, так или иначе, чтобы все у нее было хорошо, потому что она уже давно у меня лежит. Но, несмотря на это, она ни капельки как-то не испортилась, не изменилась. Плотность осталась точно такая же. Она у меня лежала в коробочке, поэтому все прекрасно у нее сохранилось. Куколку я продаю за 2000, такую куколку Мари с одним комплектом одежды. Такую куколку я продаю за 3000, так как она более уже такая
во-первых, и побольше размером, во-вторых, у нее и поворотная голова, она какая-то, ну, побольше, в общем. Поэтому сейчас заказчица приедет и уже выберет, какая куколка ей больше нравится. Также я подготовила вот такую вот зайку, потому что, возможно, зайку тоже заберут, хотя у меня на нее уже есть покупатель, но я успею еще связать такую зайку. Вот такие вот у меня дела. Единственное, хочу вот этой куколке Мари тоже какие-нибудь маленькие аксессуары положить по типу телефончика, духов, что-то такого. Сейчас подумаю, жалко, что у меня нет сумочки ей, а то бы это можно было все и в сумочку сложить. Но так как мне написали сегодня, не заранее, а вот что прям сейчас нужна игрушка, я, конечно, сумочку с малышом связать не успею. Вот сейчас появилось время единственное упаковать все это вот красиво, пока спит, но связать я не успею ничего. Вот. В итоге потом расскажу вам, какую игрушечку у меня забрали. Эту куколку или же кого-то из этих. Подарю вот такого китенка. Кто меня часто смотрит, то знает, что есть на моем канале, что у меня есть ВКонтакте бесплатный мастер-класс на такого китенка в моей группе. Ссылочку оставлю под видео. Или также PDF-файл вы можете скачать в моей группе в Telegram. Тоже ссылочку оставлю под видео. Вот такой вот маленький китенок. Вяжется очень быстро. И получается такой вот миленький. И наклеечку приложу. Такую смешную капибарку. Это будет такой у меня подарочек. И просто я джутовой ленточкой вот так вот обвязала. Мне кажется, этого и достаточно будет. Не надо тут... Ну, мне, в общем, хочется как-то более естественно, чтобы все выглядело. В общем, вот такая куклёна получилась. Как вам ее показать поближе? Вот такая вот коробочка. Мне кажется, здорово смотрится. Здесь и сумочка с наполнением, и наклеечки. В общем, я довольна этой работой, довольна этой куколкой. И сейчас сразу же упакую вот эту вот зайку. Я еще ее вам не показывала, связала ее совсем-совсем недавно. Вот такие бантики прикрепила, заказала себе еще на Алиэкспресс таких же бантиков, потому что у меня уже заканчиваются, и там остались какие-то такие мальчишечьи цвета, а вот таких розовых, нежных уже не осталось. Вот такая вот зайка у меня получается в упаковке. Туда я положила бумагу тишью, также наполнитель. Здесь наклеила handmade. И вот такая красота у меня получилась. Сейчас сразу же это все тоже упакую, чтобы все у меня было готово. Если эту зайку доберут, то я свяжу еще одну, потому что такая зайка у меня уже есть в заказе, но этот заказ чуть-чуть может подождать к осени. Вот. А если сейчас выберут зайку, например, вместо куколок, то я тоже буду очень рада. Таких заек я также продаю по 2000. Вот. Просто идеально она помещается в эту коробочку. Мне очень нравится эта упаковка. Она очень здорово смотрится. Прям так, по-богатому, мне кажется. Помню, показывала я вам эту зайку или нет ранее. Но вот, смотрите, какая у меня получилась нежнятина. Вот с такими вот нежными бантиками молочными в красивом платьишке голубеньком. В общем, вот. Заинька, нежная заинька. Так вот она у меня будет упакована, без наполнителя, просто с бумагой тишью. И сверху накрою крышечкой прозрачной. Я вяжу носочки вот из такой пряжи. Пряжа это Alize Superwash. Сейчас скажу. Вот. Alize Superwash Comfort Socks. Эту пряжу мне подарила Татьяна. Спасибо большое. И
Это самый лучший процесс вязания на улице во время прогулки с ребенком, потому что ничего больше не надо, кроме спиц и пряжи. И в любой момент можно прервать вязание, прекратить и убрать. При этом не боясь что-то там где-то потерять и где-то запутаться. Вот такой красивый у меня получается носочек. Очень красивая расцветка, симпатичная. Прямо сейчас поставлю. И вот так вот я его постепенно и продвигаю. Этот носочек такой очень красивый. Не знаю, или я его кому-то подарю к Новому году, или сама буду носить. Но, скорее всего, сама. Пряжа такая тонкая, но довольно жестковатая. Я не знаю, какая она будет, когда постирается. Если сравнивать с Alize Artisan, с которых я раньше вязала носочки, там пряжа помягче, мне кажется. Это чуть-чуть погрубее. Но посмотрим. Надеюсь, что смогу вам показать результат. Так, на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, мою группу в Телеграм-канале. Буду всем очень рада. Там я продолжаю выкладывать свои процессы, продолжаю с вами делиться своим творчеством. А на этом я завершаю видео. Всем пока-пока. До новых встреч.